Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля. И сегодня мы с вами рассмотрим те вопросы, которые несколько не вписываются в рамки времени. Возможно, это та тема, которая уже когда-то была начата, как с новой силой к нам возвращается, или когда ваше убеждение, что да, нужно сделать что-то именно так, и вы будете это в течение июля осуществлять. Ну вот давайте узнаем, что для вас будет наиболее актуальным. В целом у нас две планеты очень важные, Плутон и Меркурий, которые находятся в ретро-движении. Мы с вами знаем, ретро – это всегда какая-то прежняя история. И, кстати, ретро-Плутон говорит, а ты не торопись, потому что не все же вопросы будут решены в течение июля, вполне вероятно. Вот так вот пошагово вы будете какую-то тему и как ей заниматься, так ее и развивать, и только к середине осени вы окончательно что-то либо узнаете, либо вы уже как-то сумеете соединить, да, и возможности, и ваши желания. Но еще и ретро-Меркурий нам говорит, приготовься, ведь это могут быть как сбои систем, любых, электронных, финансовых, смена графиков, смена маршрутов, смена расписаний, мои дорогие. И ретро-Меркурий находится в знаке зодиака Рак. Добрые энергии, которые вас сопровождают, это энергии дома, семьи, любви и памяти. И именно там могут происходить какие-то очень интересные события. Что вас удивит? Что будет внезапным? Что будет неожиданно для вас? С чем или с кем это связано? Давайте будем узнавать. И к чему все идет? К чему вам приготовиться? Мы говорим, предупрежден, вооружен. Как изменится ваша жизнь? И что прояснится до конца июля? Что уйдет, а что вы завершите сами? Чем запомнится вам, мои дорогие рыбы и рыбки, июль месяц? И последняя карта будет означать вашу силу, ваш главный ресурс в течение июля. Ну, можем расценивать как карта совет. Итак, что ж там внезапно? Деньги, мои дорогие, вопросы работы, нахождение работы для тех, кто ее ищет, вопросы работы на дому, кстати. Здесь может быть как дополнительный заработок, дополнительная занятость, или когда какой-то новый проект. Возможно, все же по этой карте она больше говорит о том, что мы как ресурсные. Понятно, ресурсные на знания, на желания. И, знаете, это не просто желание. Я не про мечту, а то, что мы можем это реализовать на практике. Хотя, может быть, и мечта, да? Но вы видите, что у вас это получается. Причем не просто получается, все-таки больше материальная карта. Когда мы понимаем, что, да, вот нам нужно что-то сделать именно так. И тогда для нас явно бонусов больше. Возможно, у кого-то из вас выплаты, получение действительно какой-то иной, более большей суммы денег, нежели вы предполагали. Что это такое? Что вас внезапно? И это может быть даже, знаете, как, к примеру, предложение о работе, правда, все же туз мечей, иногда это информация. Иногда это будет, знаете, еще и такая конфигурация, когда что-то меняется как вокруг, меняется в планах людей. И для вас, может быть, какой-то конкретный человек, вот мы сейчас узнаем, с кем это связано, который вам говорит, меняет вот он, другой человек, свой план, и у вас от этого будут тоже где-то видоизменяться планы ваши. Но у кого-то это и по работе, и если вы ищете эту работу, то здесь вы можете ее даже как случайное какое-то альтернативное решение найти. Причем это может быть совсем не то, что вы искали прежде. Рассматривайте все варианты. Потому что тут неизбежно. У нас и время с вами такое, которое требует больше вдумчивости и меньше спешки. И что-то все равно движется вперед. Но есть еще и те темы, которые требуют нашего возвращения. И, может быть, это будет связано с конкретным человеком или с изменениями планов у конкретного человека. Я не исключаю, что вы можете услышать какую-то новость, даже в средствах массовой информации, и вы свои собственные планы будете менять. Ведь эта трансформационная карта, она говорит об окончании какого-то периода. И если мы говорим, что внезапно, неожиданно,
Это вы явно в течение июля придете к выводу, что что-то нецелесообразно. Я уже не хочу это продолжать. Я не хочу возвращаться как в прошлое. Я как будто освободился или освободилась. И мне точно не хочется окунуться еще раз в какую-то историю, которая вам, может быть, была так достаточно сложна или тяжела. Поэтому будьте к этому готовы. Причем это все может происходить именно быстро и внезапно. Будут меняться, как и, повторюсь, планы людские, могут меняться информационные потоки. Подытожим, да, вот пусть это средства массовой информации, у кого-то это получение документов иногда проходит, но ведь это всегда карта, я ее называю выход из лабиринта. У вас заканчивается какой-то лабиринт, и это может происходить внезапно. Это может, опять же, ваши сдвигать планы. И вот эта карта скорости, когда мы сами понимаем, что вот именно сейчас нам нужно действовать, не отложить что-то на потом, потому что словно тысячи дорог сходятся в одной точке. Я иногда эту карту «Восьмерка жезлов» называю карта доброй трансформации. Это, знаете, какой-то пункт в нашей жизни, поворотный момент, когда вот мы понимаем, ага, а вот теперь будет как-то по-другому. Шикарно. С кем, с чем это будет связано? А ведь и правда, императрица. Это ваша личная жизнь и новые планы. Мои дорогие девочки, это может быть вопросы дома, семьи, опять же, вопросы любви, вопросы, может быть, как и деторождения, так и буквально, может быть, связанные с вашими детьми. Мы можем банально даже дома что-то видоизменять. Вдруг надумаем сделать ремонт. У нас отпуска у многих, да, но кто-то решит посвятить, может быть, какому-то собственному проекту, до которого не доходили руки. Мои дорогие мужчины, это какая-то важная женщина в вашей жизни. Может быть, по этой карте для всех. Это может быть мать. Это может быть руководитель, я такое тоже не исключаю. Это вы в таких энергиях, тем не менее, когда вот именно теперь, в июле, вы должны сделать для себя пусть первые шаги, но словно в будущее, в какое-то иное качество жизни. Может быть, и вам придется принимать на себя какие-то обязательства, кстати, будьте внимательны, ведь она очень ресурсна. И я должна сказать, по императрице, мы со всеми способны договориться, но это статусная карта. У кого-то вопросы именно статуса. Может быть, была долгое время дружба, а здесь вы будете более такие серьезные разговоры о том, что проживать вместе или проживали вместе, а у кого-то задумаетесь оформить юридически ваши отношения, а для кого-то из вас дорога. Может быть, дорога конкретного человека тоже оказывает влияние на вас. Вы сами можете засобираться куда-то в дорогу и будете готовить, кстати, какие-то документы. Возможно, вы даже можете приступить как к новому циклу обучения. Кто-то начнет учить языки, а кто-то язык программирования, осваивая как новый ресурс возможность работать из любой точки мира или работы на дому. Вот, кстати, такой момент. Но это могут быть, если мы говорим о людях, то это либо знакомые люди, либо это родственники, либо это люди статусные, которые несколько выше стоят по системе иерархии, но они вам несут добрые энергии или какие-то предложения. Ну и к чему же тут все идет? А вам придется однозначное решение принимать. Возможно, будет такой вопрос, который достаточно сложный. По этой карте вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда, возможно, кому-то из вас придется осуществить поездку или переезд, я бы даже сказала. Может быть, когда вы понимаете, что вот складывается такая обстановка, когда вот именно ехать нужно, да, и иногда по этой карте есть такое значение, как наступает тот период, когда мы окончательно понимаем, что мы какой-то выбор как раз-таки и сделали. И главное значение, мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его находим. И все же я тут вижу, что с учетом вот всех карт, вы, может быть, сумеете на что-то решиться, мои дорогие. И я этого не исключаю, потому что перед вами какие-то новые совершенно перспективы будут открываться. Но это именно вас касается. Карта отшельника, смотрите, у кого-то вот эта поездка будет связана даже с тем, вот у нас ретро-меркурий в знаке Рак может
для кого-то из вас как необходимость уединения, желание, да, привести мысли в порядок. И по аркану отшельник нам никто не мешает. Поэтому, правда, у кого-то из вас могут именно жилищные вопросы встать на повестку месяца, когда в силу разных причин вы надумаете проживать как в какой-то другой местности. Ну, у кого-то это может быть вопросы аренды, или, может быть, в связи с работой, опять же, вот необходимость в этом я тоже не исключаю. Но именно для того, чтобы как привести, может, и мысли в порядок, а, возможно, и избавиться от лишних людей. Вот, кстати, давайте я еще одну карту. К чему все идет? Вы как будто останетесь довольны. Посмотрите, туз кубков. И для кого-то из вас я не исключаю такой момент. Я уже говорила и не раз в нашем видео, что меняются, ну, как конфигурация жизни других людей. И это перед вами открывает новые перспективы. Как ни странно, меняются планы, может быть, людские, но, значит, для вас у людей поменялось, может быть, и близких людей, а для вас-то это как раз какой-то бонус или какой-то плюс. Но я также не исключаю вопросы любви, мои дорогие, может быть, это ваша именно любовь, а также на этой карте не только кубок, который вот как переполняет добрые эмоции, как, знаете, божественная амброзия, но лучезарная дельта вам о чем говорит? И тем более у нас аркан-отшельник, это философ, это мудрец, который на некоторые вопросы, может быть, которые нас прежде, как, знаете, эмоционально цепляли. А это полное хладнокровие, отшельник идет своим путем. И поэтому это как освобождение. Освобождение, но есть в этом элементе все-таки. У нас тут рыбы буквально изобразил Чиро Маркетти. И мы знаем, что это по символике как путешествие или перемещение, да, все-таки ваш знак рыбы и изображение две рыбы, которые плывут в разные стороны, но и одновременно как богатый улов, деньги, ну или какой-то поворотный момент, причем благоприятный по финансам. Как изменится ваша жизнь? Карта хорошего настроения, карта, возможно, добрых предложений, хороших вестей, вдохновения, мои дорогие. Возможно, это какая-то личная история, да, у кого-то может проиграться даже новое знакомство, я этого тоже не исключаю. Но все же рыцарь кубков, он не говорит о чем-то пока стабильном. Поэтому вот в части настроения или то, что нам нравится, это да, это присутствует. Но пока не беги впереди паровоза, потому что еще будут какие-то перемены, об этом говорит нам карта. Но все то, что вы делаете, чем занимаетесь, это все вам приносит, как по судьбе, какие-то позитивные эмоции, возможности, мои дорогие. Вам будет что-то определенно нравиться. И что же прояснится? А ведь и правда, у кого-то прояснятся вопросы конкретно проживания, местонахождения, вопросы работы, ну, очень емкая карта, денег, мои дорогие, или какого-то конкретного, возможно, человека, вашего партнера по бизнесу, или иногда по этой карте идут наши партнеры по браку. Ну или, опять же, чиновники, которые, ну, как работники банка, или пусть это наши родственники, ну, может быть, и далекая родня, ну, может быть, не кровная родня или друзья, которые иногда ближе, чем родственники. Вот будьте внимательны. Я стараюсь разные варианты проговорить, потому что каждый из вас выберет что-то свое. Хоть объединяет один знак зодиака, а судьба у всех разная. Что идет? А что вы, возможно, сами завершите? У нас пара. Может быть, для кого-то из вас даже такой сложный момент. Я тоже могу такое предположить, который будет связан с окончательным завершением некоторых отношений. И я не исключаю, может быть, вам даже придется с этим человеком встретиться. И какие-то важные темы, которые могут касаться или имущества, например, вот такое, да, или движимого, или недвижимого, одновременно где-то финансов. Все же опять, если мы говорим о том, что кто-то из вас только, во-первых, в разном возрасте, кто-то только начинает свою личную жизнь, да, и строит планы, а кто-то, наоборот, хочет освободиться, потому что какая-то прежняя история, она уже, ну, она не имеет прогресса, или вот взаимопонимание, мы говорим, окончательно утрачено. Тут ведь и правда, мои дорогие, если мы говорим, что уйдет, освобождение у вас какое-то. Освобождение может быть от персон, которые
прежде на вас как давили, да, своим авторитетом, или тем, что говорили, вот нужно так поступать, а не как-то иначе. По этой карте я не исключаю, что, может быть, и действительно есть какой-то отъезд конкретного человека, а для кого-то из вас путешествие в отпуск, почему бы и нет. Но давайте поподробнее. Здесь будет, смотрите, больше вижу, может проиграться ситуация по работе. Юпитер у нас в знаке зодиака Лев, и для всех знаки зодиака, несмотря на то, что ретро-Меркурий в знаке Рак, да, тут вот именно дом, семья, но где-то параллельно могут быть такие сильные энергии, которые касаются заработков денег и конкретно вашей занятости. Вот здесь могут быть перемены, потому что я говорила, как нахождение работы, дополнительный заработок, или на работе там тоже что-то может меняться. Возможно, это как руководитель, да, вам объявит о том, что ну вот какой-то человек увольняется, а для вас будет вакансия, потому что по этой карте как будто наступает время же сворачивать. Вот у вас, видимо, будет в той или иной сфере жизни, либо по работе, либо лично, потому что можно трактовать карту, если мы смотрим как архетип королевы Пентаклей, это можно трактовать как и вопросы нашей занятости, откуда приходят деньги. Но точно так же это и дом, семья, и где мы находимся. И вот тут как-то у каждого по-своему, но что объединяет? Пора сворачивать. Вот я чаще говорю по этой карте именно эту фразу, потому как мы как будто двигались в заданном направлении долгое время. А вот как вот сейчас понимаем, нет, вот теперь будет как-то иначе. Поэтому вы будете что-то завершать. Карта нулевого аркана как раз это подтверждает. Может быть, ну где-то как и метаморфозы такие вокруг вас происходят в течение июля. Но вы будете, а вы обладаете шикарной интуицией, слушайте свою интуицию. Даже то, что кажется в ритме хаоса, как будто происходит, потому что хаос перед началом творения. Тем не менее, вы в этом хаосе умеете плавать, через интуицию рассматривать те варианты, которые для вас наиболее предпочтительны. И что завершится? Тут что-то красиво или плавно завершается, я бы сказала. Тут сама, ну как само пространство, сама природа, может быть, решение какого-то вопроса тоже стремится к ясности, и для вас, чтобы вот эта где-то перестройка с того, что было прежде, и то, что будет дальше, но она произошла, причем для вас произошла в добрых энергиях. Чем для вас запомнится июль месяц? Ну, смотрите, как здорово. И все то, что я говорила, да, конечно, по этой карте мы иногда, она подразумевает десятка кубков, финансовое благополучие тоже, несмотря на то, что это кубки. А это потому, что то состояние души, когда, в принципе, ну, где-то мы спокойны, мы уравновешены, нам что-то нравится. А если есть какие-то препоны, мы их легко преодолеваем, потому что мы видим целесообразность раз, и мы уже можем сказать, что как-то быстро мы достигаем какого-то итога, эффекта. Может быть, это будет связано даже, ну, правда, с вопросами вашего местонахождения, пребывания, наведения порядка, может быть, даже в вашей жизни, когда сразу несколько сфер приобретают новые смыслы. Но, пожалуй, самое главное, что вам это нравится. Давайте узнаем, в чем же вы наиболее сильны, ваш главный ресурс. Гибкость, мои дорогие. Гибкость, умение договориться и еще один немаловажный момент, ведь это карта спонтанного маршрута, когда мы не застреваем, ну, в том, что мы, допустим, хотим совершить, или наш план у каждого имеется, правда, какой-то свой, а одновременно мы так правильно оцениваем одно дело то, что я хочу, и вот на сегодняшний момент есть какая-то реальность. Также может касаться гибкости, когда вы, допустим, услышите какую-то новость и быстро ее на себя переложите, какие плюсы, какие минусы, как вы можете с чем-то или с кем-то провзаимодействовать. Давайте еще карту достанем дополнительно. В чем ваша сила, в чем ваш ресурс. Но опять же, это вы сами. И в целом нам карта говорит, правда, и о доме, и о семье. И придется переключаться между двумя основными сферами жизни – деньги и чувства.
Но самое главное, наверное, то, что вы хотите, это не кто-то хочет, а именно просит ваша душа, просит ваше сердце. Но и, значит, то, что происходит вокруг вас, оно вам в этом помогает, соединяет, по сути, ваши ресурсы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.